Итак, guys, мы прослушали лекции профессора Слесаренко. Я хочу пояснить, что это было. Запилю эпилог в 3 частях, как я люблю все многосерийное. Дело в том, что в украиноязычном ютубе лекция уникальна тем, что профессиональный историк, незаписной ютубер потратил свое драгоценное время и 2 месяца нам читал лекцию на самую актуальную и интересную тему – причины мировых войн. А так как очередная мировая война разворачивается на наших глазах, а причины и провокации уже случились, то мы и можем сознательно смотреть на эти процессы, понимая, откуда ноги растут. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Я сказала, что профессор Слесаренко незаписной ютубер, и слава богу, потому что настоящие историки не имеют своих каналов или не зациклены на них. Вот знаменитый Тимоти Снайдер. У него на канале 37 видео всего. То есть он ним не заморачивается, а в основном его приглашают куда-то и там записывают его лекцию. Или Максим Кузахметов, хотя и российский, но абсолютно не имперский историк. Его приглашают на передачи, своего канала он не имеет. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что когда историк становится профессиональным ютубером, то чтобы заполнить канал, привлечь зрителей, он может и забыть, что его задача читать качественные лекции и больше ничего. У нас в Украине грустная картина со всем этим. Возьмем Володимира В'ятровича. На его канале, правда, не столько исторического материала, сколько всяких интервью, но только 12 тысяч подписчиков и 79 видео. Зато у записных ютуберов, на которых вы подписаны и мне часто советуете, под 1 миллион подписчиков, 400 видео на различные темы. І про Гітлера, і тут же рядом, як наші предки кохалися, на любой вкус. Но никто из выше мною перечисленных не дает длинные содержательные лекции, кроме Кузахметова и Снайдера. Кузахметов как пошел в 2021 от Романовых читать, и до сих пор методически и систематически рисует связно картину мира. Тимоти Снайдер дал об Украине долгую лекцию, где подробно описал западному зрителю историю нашей страны. Я начала слушать, в принципе, неплохо, но все это я и так знаю. Так что длинные лекции и отсутствие своего канала на YouTube или слабое его наполнение – это первый признак лекторов, которых стоит послушать. Теперь возвращаемся к нашей лекции профессора Слесаренко, и это на самом деле та лекция, которую я сама хотела бы услышать на ютубе, на украинском языке с точки зрения украинского историка, а не американского или российского. Но таких лекций я там не нашла. Я ведь тоже просто краезнавец, изучаю историю на биографиях очевидцев и, так сказать, смотрю на исторические события, что называется, из окопа. Поэтому мне не хватало такого вот профессионального взгляда на события. И тут какими-то перипетиями судьбы я поняла, что профессор Слесаренко – это тот человек, который может нам рассказать о том времени. И его лекция превзошла все мои ожидания и дала нам, так сказать, объемнейшее полотно, динамическую картину, как развивались события в обозримом для нас прошлом в Европе и США, и как случились 2 мировые войны. И я даю вам ссылку внизу на первую лекцию, потому что начинать надо именно с нее, иначе вы полной картины не получите. А теперь разберем подробно, чем хороша лекция «Світові війни. Причини та провокації». Во-первых, как я уже тут заладила, это длинная продолжительная лекция. И только так можно представить общую картину произошедших событий, уловить закономерности и понять наконец-то, что происходит сегодня и почему. Ведь за 150 лет мало что изменилось. В украинском ютубе есть много исторических каналов, но их авторы знают психологию большинства из вас и дают вам 15-20 минутные ролики.
Так проще. Первое, что приходит на ум – битва при Фермопилах. Вот два видео. Первое 1 минуту, второе 12. Вы прослушали и забыли. Время убили, зато лайк поставили и показали автору и алгоритмам Ютуба, что вы такое любите и одобряете. Но связать битву при Фермопилах с тенденциями того времени не сумеете. Я не говорю, что не надо слушать короткие исторические ролики хороших авторов. Нужно, но не увлекаться этим. Нейронный узелок при просмотре таких роликов в голове не завяжется, потому как вы утонете в деталях битвы. Поэтому сначала надо в голову заложить базу, что творилось тогда вообще, какие политические расклады и союзы существовали, почему эта злополучная битва случилась, а тогда уже изучать ее детали и делать выводы самостоятельно. Самостоятельно – ключевое слово. Потому что такие короткие ролики – это как советские детективы. Их каждый год можно смотреть как первый раз. Их вам варганят скорее для развлечения, а не как пищу для ума и получения каких-то знаний. Поэтому советую вам все-таки, чтобы понять ход истории, причины тех или иных событий и закономерности, и чтобы все это откладывалось в голове надолго, искать длинные лекции или многосерийные документальные фильмы, как, например, этот фильм про Черчилля. И тогда, когда будет спрос на такие длинные лекции в украинском сегменте Ютуба, тогда появятся и предложения. Я хочу, чтобы вы понимали, что когда вы лайкаете и подписываетесь на развлекательные, исторические или даже псевдоисторические каналы, то вы их развиваете, а потом, когда дело доходит до ответственности, то сразу щебечете, что я типа маленький человек, и от меня ничего не зависит. Зависит. Спрос рождает предложение. Длинных лекций в украиноязычном Ютубе очень мало. А пытливые умы поищут интересующую их тему, обламываются и идут искать в другом месте. Лично я люблю многосерийные фильмы, еще и потому, что не надо тратить свое драгоценное время на поиски нужного контента. Зарядил что-то долгоиграющее, и я знаю, что на неделю или месяц вперед у меня есть что смотреть или слушать на досуге. Второе – это политика. Как вы уже поняли, история – это сплошная политика. History is past politics and politics present history. История – это политика в прошлом, а политика – история в настоящем. И прослушав внимательно лекцию профессора Слесаренко, мы лучше просчитываем действия политиков наших дней. Почему западный мир ведет себя так или иначе? Почему России, наконец, надоело притворяться цивилизованной страной, и она показала свое истинное рыло? И почему агрессоры учатся на своих ошибках, а демократии нет? Конечно, есть лекции о быте народном, но в основном учебники истории даже в школе это рассказы о политиках прошлых лет. Для тех, кто считает себя вне политики, это очень неудобное утверждение. Вне политики это значит, что человек не интересуется историей своего народа. Если он заинтересуется, то надо вникать в политику прошлых лет. Поэтому такие вот вне политики и не могут связать три события в настоящем. Їх легко збити з толку. Ну, я взагалі-то далека від політики, тому що я не дивлюся новини, відписалася від всяких каналів, таких, що новини нам транслюють, тому що такий час зараз, що хочеться якось зберегти свій стан спокою. Вот почему надо уяснить, что политика – это то, что влияет на нашу жизнь непосредственно и сегодня. И не интересоваться нею нельзя. Третье. Ютуберы часто стараются понравиться зрителю и вбрасывают им горячие, скользкие темы. Им нужен хайп, чтобы вас привлечь. И у них это получается. Вот там такой-сякой Гитлер, был злодей, Ева Браун и все такое. А рядом, як українці кохалися. Таким падким на хайп лекция профессора Слесаренко покажется невыносимо скучной. Потому как того же Гитлера историк упоминает всего лишь в контексте того времени, в котором он функционировал, и не более.
А самое интересное для анализа, что двигало теми людьми, как им удалось то, что они совершили, и кто их сегодняшних персонажей выучился на их ошибках и пытается доделать то, что они не успели. Нет в лекции профессора Слесаренко жареных фактов, которые большинству населения так нравятся. Зайдут такие на мой канал, как вроде в окошко заглянут украдкой через занавеску и пойдут дальше. Интереснее ж прослушать, як українці кохалися. 800 тысяч просмотров, 22 тысячи лайков и 2000 комментариев. Вот вам пример хайповой темы «Народ залип». Из этого вытекает пункт 4. Профессор Слесаренко анализирует события, а не просто перечисляет факты в хронологическом порядке, как это дано в Википедии. Большинство украинских каналов на исторические темы именно зачитывают справочную информацию. Ведь это несложно перечислить с выражением и умным видом череду фактов. Также там построены и много документальных фильмов. И непонятно, как один факт вытекает из другого и почему. Мы прослушали эти события, и 90% из них через месяц забудем, потому что они не связались в нашей голове в какие-то выводы. И через полгода можно опять слушать такой ролик, как в первый раз. Отсюда вытекает пункт 5. Лектор должен иметь свой взгляд как на события, которые он описывает, так и на исторических лиц, которые принимают в этих событиях участие. Если же лектор пытается показать, что вот он такой беспристрастный, непредубежденный, то это только значит, что на самом деле он просто пережевывает отдельные факты. На такой вот википедийной подаче материала работают большинство ютуберов и собирают огромные аудитории тех слушателей, которым самим скучно читать энциклопедию. Но лично мне всегда важно, как сам лектор относится к тому, о чем он рассказывает. И тогда я решаю, доверять ему или не доверять. И здесь для меня есть такие маркеры, как Петлюра и Скоропадский. Мне часто кидают ссылки. А вот посмотри, какой канал. Типа учись у них, как все красочно, и подписчиков несколько тысяч, или даже миллионов. Заходишь на такой канал, а там, да, жизнь кипит, тысячи комментариев. А я ищу про Петлюру и Скоропадского. Хобана! И грустная скептическая улыбка освещает мой лик. Вот два первых видео, которые предложили мне алгоритмы Ютуба. Потому что вы эти видео засмотрели, залайкали и тысячи комментариев туда насовали. А я даже слушать эти видео не хочу. Названий достаточно. Какая українська громадянська війна? Какая Украинская Народная Республика против украинской державы? Нет такого понятия и не было никакой гражданской войны в Украине. Это все российская терминология. В 1917-21 годах были вызвольні змагання. Там видео вверху. Послушайте, как скидывали Скоропадского. Второе видео, 700 тысяч просмотров. Петлюра був за крок до повалення більшовиків. Это вообще трэш. Этот заголовок бессмысленный, но чаще всего на исторических каналах авторы мнения своего по отношению к Петлюре и Скоропадскому или не высказывают, или осторожно обходят стороной, чтобы не потерять подписчиков, или же Петлюра у них герой, и ему надо памятник поставить. Пункт 6. Сослагательное наклонение, но о нем мы поразмышляем более подробно в следующей части. Профессор Слесаренко очень часто применял сослагательное наклонение, и я тоже на это его провоцировала своими вопросами. А что было бы, если бы? Канал Ірини Коновець-Поплавської. Таким образом, те, кто попал на тот или иное видео из лекции «Светові війни. Причины та провокации», я вам советую послушать ее с самого начала и до самого конца. Понятно, что о многих событиях сказано там вскользь, поэтому свои дополнения пишите в комментариях, нам всем интересно их почитать, а мне в первую очередь. Я точно такая, как вы, с той разницей, что каждую часть этой лекции прослушала 3 раза и тоже много чего узнала, так как, повторяю, смотрела до этого на многие события из окопа, в котором сидела вместе с героями моего канала, атаманами и повстанцами.
полицейскими и старостами, потому что вместе с ними прожила с 500 жизней. И самое главное, по тем критериям, которые я вам предложила, проанализируйте те исторические каналы, а особенно псевдоисторические, на которые вы запали. Помните, спрос рождает предложение. Вы не маленький человек, вы не маленькая Люда. Это вы, именно вы, ну или мы, своими лайками, подписками, комментариями или отсутствием таковых формируем контент украинского Ютуба. И украинский Ютуб именно такой, каким мы его создали. Ведь мы все маленькие люди, мы ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы,